Всем привет! Продолжаем проходить Зельду. Сейчас, секунду. Продолжаем Зельду проходить. Сейчас полезем в зимний биом. И нам нужно пройти, как обучение, нужно пройти третье святилище. Так. Легковато я для зимнего биома одет, конечно, но что поделать. Пошли нам куда-то наверх. А святилище вот здесь, да, находится. Мне вот интересно, что вот это за штучка такая? Что это за перемещения какие-то? Натянуты. Троллей этот натянут, но... Посмотрим, с чем его едят и куда идти. Пока поднимаемся. Здрасте. Думаю, надо на дубину что-нибудь надеть. Сейчас я его замочу. Жирный какой. Так. Вот есть палка, да? Это ветка. Сейчас еще попробую скрафтить. Скрафтить веер. Взять в руки. Положить. Выбор. Ну это ладно. Так, теперь крафтим. Чаромонтаж, ветка. Угу. Ну давай попробуем. Теперь это веер? Да, теперь это веер. Все, наконец-то я научился делать веера. Чё возьмем на оборону? И пока вот этот меч оставлю, мы что-нибудь такое, да, оденем? Вот так. Какой чупа-чупс волшебный. Ладно, полетели. В принципе, если у тебя есть двуручное оружие, то, как вариант, ты уже экономишь на счетах. А чё так быстро луна летит? По-моему, мы сейчас сможем сделать вагонетку с пропеллером. Будет весело. Вот, пойдем-ка лагерь этот расковыряем. Давай, по одному. Мне еще кидается чем-то. Убивай. Отлично. Да-да-да. Я тут взял себе чупа-чуп, сделал с большой палки. О! Ну, я, кстати, парировал, по-моему, его. А, он меня не сильно бьет, потому что у него этот... У него просто веер сделан. Но стрелять он умеет. Тут просто оружие можно соединять с предметами. То есть, допустим... Да, подожди. Я он на щит себе накрутил этого. На щит шипов накрутил. Просто берешь камень, прилепляешь его к дубине и получается чупа-чупс. Так, давай что-нибудь сожрем. А, грибов много. Эй, в смысле, он его поднимает, что? А он крафтит что-то себе, падла. Точно, он крафтит тоже. А, блин, жира-то. Вот он себе скрафтил. Он себе веер соединил со щитом. Подожди. Уруруруру. Давай яблок нажремся. Вот, один его удар сносит у меня 2 сердца целых. Как вариант, можно, конечно, его из лука. И на лук одеть, на стрелы точнее, одеть какой-нибудь камень. Бля. Подожди, надо оружие менять. Что-то как-то не очень. Не очень.
А он себе еще что-то мутит. Ах ты падла. Фух, я успел ему треснуть. Рунь. Так, давай мы лук какой-нибудь выкинем. Бесполезный. Вот такой, наверное. Подожди. Вот, точно. Вот так. Такой лук возьмем. Что это еще? Это рога, как обычно. Големорезак. Так, големорезак. Ну, он, наверное, на 7 будет. Поэтому давай-ка мы выкинем вот эту дубину. А големорезак возьмем. Потому что есть щиты, и как бы с учетом щитам можно будет что-нибудь придумать. Все равно как бы дубинка, ну 6 она дает урона. Это немного. А тут хоть на единичку больше. Тихо. Стрела. Тут что это такое? А. Так, надо еще что-то съесть. Что я там готовил? А вот такой можно. Блин, не, подожди. Защита от холода. Экономим. Вот это. Бля. Вот это сожрем. Печеных яблок. Потрескаюсь. Вот так. Балдеж. Лук отстойный. Сейчас бы этот какой. Сейчас пойдем вагонетку делать с моторчиком. Так, а это, кстати, на 8. Я, пожалуй, вот это выброшу. Веер пока мне не нужен. Ржавый меч, если скрестить с чем-то, то он пригодится больше. Мы на него какой-нибудь еще там потом что-нибудь напялим. Грибы. Да ладно. А, давай так. Ну, тут еще что-то. Ну, в принципе, молодцы, что со стрелами особо не жмотятся пока что. Опал. Серьезно? Но этот опал тоже можно. Тут получается, камни ты уже не просто так. Ну, как бы хочешь, ты их можешь продать. А хочешь, ты их можешь с этими, со стрелами крафтить. И будет улетная пуха. По-моему, эта вагонетка, она по кругу ездит. Она вот так вниз спускается и все. Так, а святилище на самом верху, да? Ну, мне все равно особо тут вариантов нет, как забираться, так что пошли туда. Так, давай крафтим. Крафтим, короче говоря. Себе какой-нибудь... Вот это ставим на рельсы. Вот так вот. Чик. Она без меня не уедет. Может, второй вагон поставить. Ну, ладно. Сейчас, кстати, посмотрим еще, как как батарейка работает. Так, и вот это дело прилепляем, ну, примерно вот сюда. Чик. Голубой вагон. Бежит, качается. Так, теперь надо по нему треснуть. Все, поехали. Рудниковая пещера или Рудниковая. Все. Надо заглушить, а то батарея сядет. Может, назад пробежаться? Че? Метнуть предмет. А, понятно. Не видно низги вообще. Кстати. Была бы палка свободная, можно было бы
Можно было бы на семечко это напялить. Ну вот и так даже можно фонари себе делать. Просто ты их собираешь, эти семечки, кладешь на пол и потом бьешь по нему. Вот тебе и фонарь. Если хочешь переносной фонарь, бери палку. Да. Кстати, палка какая-нибудь валяется. Ну, в принципе, мне сейчас это не нужно пока что. Да, это на семечку палку одеваешь и все, и балдеж. Я научился вороты делать. Наконец-то. Я же говорю, они как-то делаются. Они так и делались в первой части. Так, давай отцепим. Вдруг пригодится. Я пока тут его оставлю. Так, тут что надо? В этой пещере, в отличие от многих других, очень темно. Если вы собираетесь в шахту, вам нужен источник света. У вас с собой есть семечки? Да. А вы о них не знаете. Вот эти светящиеся цветы. Как видите, свет от них исходит яркий, поэтому с их помощью можно освещать такие темные участки, как здесь. Фонарь от этого растения в таких пещерах его обычно много, но мои соратники, которым получили выполнять здесь работы, сорвали почти все цветы. Поэтому я спрашиваю тех, кто идет в эту сторону, есть ли у них семечки фонариса. К слову, должен отметить, что фонарис просто так не цветет. Цветок распускается от удара. Ну, это понятно. Это же мне уже все объясняли. Семечки, короче, собирай, будет тебе счастье. Так. Ну, тут еще плюс-минус видно, как бы, но подобную пещеру лучше, конечно, с собой брать что-то. Палку, короче. На эту палку уже одевать семечко. Так, тут что-то волшебное. Ну-ка, давай-ка по нему чупа-чупсом долбанем. Что такое? Занар. Сила атаки, если что. Ну, то есть, эту штуку можно одеть на какой-то предмет. Этот минерал широко использовался в древности. Он служил источником энергии, а в обработанном виде материалом для оружия и доспехов. Возможно, в третьем святилище мне дадут способность себе апгрейд делать для доспехов. Вот вообще запросто. Так, ну вот как раз и палка. Только у меня места нет. Блин, ну как вот меч пососный выкинуть, а? Он же, по идее, не нужен. Стой, не то. Угу. Чё он его не кидает? Не может? Ну точно. То есть тебе целый слот запаяли просто под какую-то херню. Блин, давай думать, что выкидывать. Блин, эти-то мечи нулевые. Чупик жалко. Подсветку просто хочу сделать. Ладно, давай мы вот как поступим. Мы сейчас будем чупа-чупсом ломать, пока он не треснет. А как только сломается, я возьму палку и сделаю себе факел. Материалов-то много дает, слушай, занаров этих. Угу. Чупик не сломался. Ладно, пошли дальше. У них тут плавильня еще какая-то.
Ничего, сейчас он... Вот. Он почти сломан. Давай-ка палочку возьмем. Я не вижу никуда идти. Куда идти? Вот. У меня 26 камней этих занаров. Так, давай-ка мы скрафтим, да? Не то. Подожди. Можно еще этот мега светильник себе сделать. Положить. Потом вот так. Вот, и с палкой крафтим. Оп. И теперь, если ты палкой треснуть по этому, по стенке. Не то. Ну, слезай. Да ладно. Подожди. Просто бросить его. Теперь по нему каким-нибудь мечом шарахнуть. Да ладно. Чё, не работает эта теория? Она должна работать. Может сначала... А, нет, если ты треснешь по этому... по семечку, то оно раскроется и больше типа все, ты больше с ним взаимодействовать никак не сможешь. Да, вот я один раз все-таки по предмету ударил, у меня это семечко распустилось, но уже просто на земле. Так, тогда чего? Делаем чупа-чупс какой-нибудь. Давай, ржавый меч. О. Значит, просто швыряешь семки эти и бьешь по ним. Вот и всех дел. О. Прям занар халявный. Ой-ой. Это занары, которые я собираюсь перерабатывать. К сожалению, не смогу вам их отдать. Что вы еще не знаете о них? Это занары. Я говорил о них. Это особый ресурс, добывают в недрах земли. У нас на острове их тоже можно найти, но только здесь, в этой пещере. Наша цивилизация процветала, перерабатывая другие материалы. Переработка заключается в плавке занаров в печи и получении из них нужного материала. Кстати, очередная партия материалов вот-вот будет готова. Минутку. Я удачно к нему подошел, походу. Спасибо, что подождали. Позвольте объяснить, какие материалы можно получить благодаря переработке. Энергозанар. Источник энергии для устройств Занаи. А также занарокристаллы. Источники энергии в кристаллизированной форме. Получение других материалов из занаров называется переработкой. Энергозанар это то, что питает энергией механизмы Занаи, а также нас, големов. С его помощью можно восполнить уровень энергии в конденсаторе. Вот для чего я их собираю, да? Занарокристаллы. Это энергозанары в кристаллизированной форме. В основном они используются как материалы для изготовления конденсаторов. Я расставил все свои переработанные материалы вон там. Посмотрите, может быть, вам что-то приглянется. Конечно, приглянется. Мне бы еще побольше конденсаторов, наверное. Обмен. Сколько нужно? Я не знаю, сколько нужно. Да давай все. 10 штук. Ну, эти у меня и так есть. 28 у меня их. Пока существуют мобы, это будет, по-моему, нескончаемый ресурс.
Ну вот эти вот кристаллы именно, куда они? Это, видимо, как батарейки идут, по идее. Это что такое? Давай возьмем. Не берите ничего без разрешения. А вы не забыли капсулы Занаи? Чего? Значит, забыли, ясно. Хотя вы вообще знаете, о чем я? Капсулы Занаи очень удобны. Это переносные механизмы Занаи. Поскольку у вас их нет, я одолжу вам парочку из своих запасов. Это маленький пропеллер, что ли? Механизм Занаи для создания ветра. Занаи нашли ему находчивое применение, используя его для перемещения предметов и тягового усилия транспортных средств. Я дал вам пропеллеры. При ударе они создают поток воздуха. Их можно доставать когда угодно. Механизмы Занаи очень полезны. Их несколько видов, и у меня есть всегда при себе парочка для разных случаев. Многие забывают брать их с собой, поэтому я слежу за этим. Мой запас механизмов, к сожалению, закончился. Я отдал вам последний, больше не забывайте. И помните, если достать капсулу Занаи из сумки, ее больше нельзя будет положить обратно. Ага, это билет в один конец, короче. И у меня получается таких 3 штуки всего. Они мне ленивцев каких-то напоминают. Я ему помогу, пожалуй. Интересно, мы можем потом еще набрать камней таких? Надеюсь, я не прогадал, когда купил вот эти вот кристаллы. Угу. Ну-ка, давай-ка сюда вагонеточку. Сейчас мы тут будем мало-мало крафтить себе вагонетку, которая поедет именно наверх. Чик. Можно, в принципе, не париться и притащить пропеллер прямо оттуда. Я же его там выбросил. Тогда у меня 3 пропеллера останутся. Экономия. Потому что неизвестно, когда в следующий раз мне этот пропеллер понадобится. Это опасно, он еще орет тут на меня. Всяко лучше такой большой пропеллер пришпандорить к этой вагонетке, чем на маленьких уезжать. Тем более мне надо сейчас вверх подниматься, надо же учитывать вес предмета тоже. Подожди, я что, тут не все собрал? Ну точно. Я не могу это взять. Печально. Так, разворачиваем и шпандорим. О, балдеж, поехали. Поедем, красотка, кататься. Надо еще выше. В принципе, я недалеко от этого. Тихо, батарея садится. Все. Что надо? Часовой колокол храма времени бьет в одно и то же время утром и вечером. Мои големы просыпались и засыпали под его песню.
Он также использовался в церемониях, которые мы унаследовали от предков. Его звон — сердцебиение этого места. Сколько всего вспоминается, когда смотрю на храм и слышу звук этого колокола. О, подожди, там что-то такое интересное. Что это такое крутится? А как туда попасть? Надо какой-нибудь, наверное, уметь аппарат делать. Хотя, слушай, если у него этот красный луч, он, наверное, это какой-то типа стражника, я не знаю. Опа, грибочки. Ой, еще. Тут какие-то интересности, каждые просто 2 шага. О, вот это, о, вот это, о, вот это. И вот так вот. От точки к точке можно бегать часами просто. Тут ты на птиц охотишься, потом что-то крафтишь. Всегда есть чем заняться. Так, ну тут в принципе-то ничего нету. А вон, смотри-ка. Да и давай грибы пособираем до кучи. Сейчас еще светлячки появятся, кстати. Все, тут обрыв. Мне кажется, тихо. Стрела. Ничего нет. Чем бы? Давай уже его доломаем. Вот так. А тут вот топором, пожалуй. В общем, 5 стрел тут валялось. А это? Бодрящее зелье. Мгновенно восстанавливает силы, что полезно при физической активности, например, лазании по горам и плавании. Ну да, это пригодится. Тут какой-то красный крест, кстати, отмечен. Что бы это значило? Вот я прям на нем стою. Не знаю. Ладно, пойдем наверх. Надо забираться потихонечку. Подожди, только не топор. Вот это. Блин, я же был возле лавы, хотел кинуть такую желешку в костер, посмотреть, что будет. Главное, не забыть в следующий раз. Туда надо ехать. Потом уже, получается, мы поедем в другой биом. Если бы знать, из чего сделать колеса, можно бы шире платформы сделать. Вагонет... А, вагонетка есть. Так что мы сейчас забацаем вагонетку какую-нибудь. Да, вон вот это просто можно перенести туда и все. Что этот мужик делает с шариками? Что это такое вообще? Ты чьих будешь? Подтверждаю работу конвертария. Объемы производства капсул за Най соответствуют плану на сегодня.
Вам нужен конвертарий. Я уже почти выполнил план, так что можете пользоваться. Конвертарий. Это устройство, производящее механизмы Занай из определенных ресурсов. Для переработки подходят такие материалы, как рога боевых големов и энергозонары. Чтобы начать переработку, возьмите материалы в руки и бросьте их в чашу. Ну, понятно. Ясно. Ну, давай бросим. У меня есть, вот, допустим, это. Стой. Надо в руки брать. Давай возьмем одну. Сколько мне за одну дадут? И вообще ничего. Угу. Честный обмен, слушай. За один пропеллер, да? Пять. Все, херак, мега пропеллер. Неплохо. Переносной казан даже. Чтобы еду готовить, что ли? Позволяющий готовить еду где и когда угодно. Увы, не поместится обратно в сумку после использования. Ишь ты, огнемет. Выпускающий вперед струю огня. Считается, что Занай используют для приспособления для защиты от монстров. То есть ты себе можешь на вагонетку поставить какой-нибудь огнемет, и она будет огнем поливать, пока ты едешь. Казан, огнемет, казан, казан, огнемет, казан. Короче, казанов надавали в основном. Так, а давай мы рога кинем. 5 штук. Чё-то не густо. Это все пропеллеры. Казан, 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 пропеллер. Опять казан. Сдались они мне. Ладно, больше я пока не буду ничего менять. Тут где-то корок орал. Где он? А, вот он. Он говорит, я к другу хочу, да? Вот так незадача. Кто же знал, что мы с другом друг друга вдруг потеряем? Да, ему туда надо. Ясно. Сейчас мы его дотащим. Короче, вот этого чела надо доставить туда и потом на вагонетке махнуть вот туда. Но еще есть два прохода. Вот одна пещера. И тут еще какой-то проход. Еще если правильно поставить платформу, можно туда ломануть. Ощущение, что я, по-моему, никогда туда не дойду в этот биом. Ну-ка, там сильная температура падает. Невыносимый холод. Короче, мне чуть-чуть хана будет, да? Сразу же. Короче, валим отсюда. Надо перца нажраться, потом туда идти. Кстати, вот он. Ну, прикольно, не надо теперь казан прям искать, ходить. У тебя он есть переносной. Скважинная пещера. Это тоже возьмем. И вот это возьмем. А, тихо. Мыши. Одна прям злая вообще.
Я тут топором размахиваю. Пурурум, так можно и без него остаться. Давай-ка мы, пожалуй, вот так вот палку с чем-нибудь скрафтим. Есть какой-нибудь предмет тут? Крыло куса. Я думаю, это будет отстойный крафт. Ну давай попробуем. +1. Как бы топор, но он пососный, короче. Дальнолет булава. Ну и это тоже никак уже не скрафтить. Возьмем с собой, может когда-то пригодится. Так, пещера на 2 части делится. Туда можно и вниз. Ну пойдем вниз сходим. Мне дается. А, ну давай. Ага, не убился. Фонариков. Так, ломаем. Да ладно. О. Рубин целый дали. Можно потом себе какие-нибудь трусишки, наверное, козырные купить. Так, вот есть палка. А, уже поздно крафтить. Ладно. Что-то как по жопе ладошкой, подожди. Не, надо что-то на камень. Давай вот мы меч с камнем скрафтим. Только так можно разбить. А, это срезка, короче. Так, хорошо. Давай тогда по прямой. И тут получается еще вот ту платформу, если на место поставить, то можно будет как раз добраться до там, где какие-то ящики квадратные, там что-то крутится еще. Я не думаю, что это какая-то, да, глубокая пещера прям. Сразу же в зимний биом я попадаю, от которого вон там только наверху проход. Давай выбегаем, берем с собой быстренько перец. Все, и валим обратно. Да куда ж ты полез-то? Отрок, окаянный, все. Надо думать, где брать или одежду, либо зелье мутить. Кстати, еды-то не густо. Поэтому в зимнем биоме надо как-то быть поаккуратней. Определенно. Обычно проблемы в шмотках. Так, давай. Хватить платформу. Слушай, а тут разумнее как-то ее тащить через вот эти ворота и быстренько ее поставить там.
Серьезно, мне дерево мешает. Давай. Давай быстрее. Температура. Пойдет же? Да пойдет. Давай, 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 давай. Цепляйся. Быстрее. Ну, тут хотя бы на этой платформе температура подходящая. Я хотя бы не умру. Что это за дичь? Сейчас с одного удара меня просто убьет. Бокоголем. О, здравствуйте. Ну да, он так и сделал. Я сейчас с чупа-чупсом ему, конечно, попробую по ноге треснуть, но не факт вообще, что у него хоть что-то отнимется. Я не знаю, надо какое-то борзое оружие по-любому. Я сейчас, скорее всего, об него все мечи поломаю. Пошли где-то хранить. Ладно, давай. Ну, тут два варианта. Либо просто мне к нему рано. Потому что шмоток подходящих нет. Ну, как бы броня, допустим. Надо пройти третье подземелье. Святилище. А, теперь хорошо поставил. Давай чупиком ему по ногам хыдыщ. Вот таким даже. На весло похоже. Не. И вообще с ним не жилец. Он один ногой раз топнул. Не вариант. Надо позже к нему приходить. К тому же он портируется, я смотрю, тут во все тяжкие. От него даже не убежать будет нормально, если даже стрелами стрелять. Так. Туда пошли святилищу. В ближайший момент, получается, я смогу туда пройти только через пещеру. Сейчас сожрем что-нибудь, да полезем. Плохо то, что жизни-то совсем нет. Все. Ну, давай, перчик, выручай. Сколько у меня в запасе? 3 минуты 30 секунд. Поехали. Не-не-не, мы даже не останавливаемся. Такой же лехи я и потом так себе насобираю. До свидания, ребят. Казан стояли, охраняли. Так, как можно вообще тут пробраться-то? Вон пещера. Еще и перец. Давай сначала перец соберем. Кстати, если подождать, они могут его замочить. А, нет. Красное желе. Успею. И сразу же морозное.
Он меня спалил. Но его только стрелами мочить. Причем на стрелы надо что-то напяливать. Так, давай прикрепить. Вот попробуем. Вот таким. Оп. Да, они уже его наполовину ему здоровья снесли. Ай, горим. Но от этого, кстати, мне теплее. Падла. Сейчас можно постоять, подождать, пока на него желеха нападет. Она его немножко снесет, и потом уже стрелять чем-нибудь. Вообще надо посмотреть, что на стрелы лучше всего дамажит, если насаживать. Мясо кусок ему кинуть. Так, ну, я бы вот это, ну, маловато. Маловато будет. Давай тогда что? Вот такой штуки. Вот такую штуку ему посадим. Таких много. Кстати, его бы оттолкнуть как-нибудь, чтобы он в пропасть упал. Эй, мужик. Все, они его уронили. Ах ты, падла. Давай, 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 давай. Ладно, морозное желе собрали, и то хорошо. Че он охранял-то? Палку длинную. Нужна она 1000 лет. Короче, я сюда только, по сути, за перцем спустился. Ладно, пошли в пещеру. Открытие. Бездонная пещера. Что это такое? Бомбоцвет. Большой концентрации пыльца этого цветка нестабильно, взрывается от удара током или при воздействии огня. А ну-ка, стой. Чё там этот мужик? Дар пещерной пипы. Пипа выдала мне дар. Так, пипа. Это, конечно, здорово, но пещерка-то заканчивается. Я думаю, все-таки это бомбы. Вот прям бомбы. На стрелу их набахать. И потом стрельнуть кому-нибудь. Сколько у меня этих бомбоцветов? 3 штуки. Вариант с ним, с таким бомбоцветом, можно пойти на голема бодаться. Но только если там у тебя их штук 20 будет. Потому что половину ты можешь не попасть. Это кто? Он злой, не? Да, он злой. Ну давай бомбоцвет ему прилепим. Серьезно. А жира у него прилично, кстати. Может, пусть он там сидит. Ну, он в мою сторону прям поворачивается. Тихо, сейчас что-то будет. Он
чем-то плюнул или что? Сразу насмерть. Ему надо в язык этот лупить. Он будет взрываться, я думаю. По идее, меня должны где-то в начале этой пещеры сохранить. Как сундук взял, так и сохранили. Но получается, я на бомбоцветах, да, сэкономил. Где они тут? Да. Давай, подождем. Пусть атакует. О, и по языку ему. Хыщ, хыщ. Да хоть что-нибудь-то. Так, нужно что-то дамажащее, хорошо, вот это. Все, ждем. Полздоровья я ему снес. Червонят. А, у него сундук внутри был. Еще шарик какой-то вылетел. Попал. Продадим. Безар щитоеда. Затвердевший сгусток инородной субстанции из желудка щитоеда. Из него получаются отменные зелья. То есть получается, если в казан кинуть перец, вот этот шарик и что-нибудь еще пожевать, тогда может быть неплохое зелье против мороза. Давай-ка оружие поменяем. Ну вот уже 5 бомбоцветов. Шесть. Иди сюда. Ну давай. Ну чё, мы будем вылезать? Пойдет. Не обязательно прям самое мощное оружие, оно и так сносит неплохо. В общем, с каждого, походу, гарантированный этот шар. Плюс еще что-то. Выгодно такие штуки лупить. Опал. Это ладно. Огнемет. Угу. Это вместо щита можно. Но он все равно не очень сильный. Так. И, кстати, я добрался до святилища, походу. Давай-ка мы еще сожрем вот этого дела. Мне еще, наверное, наверх надо будет подниматься. Угу. Через гору идем. Ну, тут-то по-любому Линк залезет. Давай.
сложно лазить по обледенелым скалам. Бля, что делать? Что-то же можно придумать. Только временно придумать не очень-то много. Подожди, а если вниз спуститься? Хотя получается скала, да, обледеневшая. Хотя на нее солнце светит. Короче, по корням. Давай, 1,5 минуты. Не свалиться бы. Так, все, полезли. Но времени вполне достаточно. Тут тоже лед? Вроде нет. Так, короче, наверх я потом, наверное, как-нибудь схожу. Когда обзаведусь одеждой. Давай быстрей. Все. Одна пушка сломана. У меня 47 секунд. Туда как-то надо определенно по-другому забираться. Как и здесь. Скорее всего, мне сейчас объяснят какую-то другую механику. Может быть, полета. Святилище Гута Мамбати. Полезли. Мне бы шмоток каких-нибудь тепленьких. А то тут рассекать-то у меня последнее блюдо осталось. Что-то токает как каблуками. Так, давай, повествуй. Ты добрался, протяни правую руку. Я думаю, это крафт брони. Чара-портал. Функция, позволяющая подпрыгнуть, переместиться сквозь потолок и появиться наверху. Это одна из утраченных функций ультраруки. Она называется чара-портал. С ее помощью можно взмывать вверх, проходя сквозь твердую материю. Используй ее, когда пожелаешь. Примени чара-портал так, чтобы добраться до конца святилища, и оно перейдет к тебе. Серьезно, мы будем в портал играть? Дар перемещения. Ну давай. Как это работает? Чё? Ну, вылезай, да. Угу. То есть, если я правильно понял, я могу только вот с такими рисунками залезать. Подожди, давай проверим. Вот внизу тут такие рисунки есть. Вот здесь таких рисунков нет.
Вот точка. Так или иначе, походу, в одном и том же месте. Точки, по-моему, есть везде. Я думал, то, что немного другая механика будет. А мне топор. Берем, чё. Так, могу ли я долбануть тебя в крышу? А, точнее, в стенку. Вот туда. Никак. То есть я обязательно должен стоять и смотреть на потолок. Вот так. Чик. Залез, отсюда вылез. Понятно. Тихо, зачем топор-то использовать? Ну, это лук пососный. Так, можно еще вот... Нет, подожди. Мне сюда никак. Мне нужен потолок. Вот последняя площадка точно можно переместиться. Там мне на крышу, что ли, надо? Топор это дело на один, ну, с одного удара ломает. Куда мы поплыли? А, вот, все нормально. Так, теперь вот на эту площадку надо будет, получается, уронить и потом вылезти с ее, ну, снизу. Чик. Ну, она и так упадет. Все, тогда понятно. Немного похоже на механику, когда мы в первой части плавали вверх по водопаду. И быстрей. Ну. А он вниз не упадет? То есть не этот какой, не важно, да, какая у тебя это, какая поверхность. Давай, поехали. Ну, по-моему, второе святилище было самым сложным, потому что там был злой мужик. Здесь, в принципе, ничего такого нет. Ну-ка, кстати, на какой высоте мы можем это делать? Ну да. Прям особо не разгуляешься, походу. Но теперь можно попасть на многие тоже места. Правда, одежды нету. Сейчас
Сейчас будем еще еду, короче, с перца готовить. С чем-нибудь. Чтобы попасть на другие платформы. Похоже, твоя рука восстановила часть своей силы. Не, Акасе. Теперь врата храма времени должны открываться перед тобой. Ну, по факту мне туда надо. Типа, скажем так, я прошел обучение за 5 часов. Охренеть. Так, времени-то нету. Сожрем это дело. Можно, конечно, вот туда сквозануть, но... А если не получится мне туда подняться? Вот в чем вопрос. Вот тут точно можно переместиться. Чик. Этот момент мне напоминает... Не, мне завтра с утра. Меня пока на пятидневку перевели. Мне этот момент напоминает, когда ты вылезаешь из этого... Из... толка будущего пола. Вот, теплые штанишки дали. Походу, напоминает Эйс Вентуру, короче, когда он из этого вылезал, из носорога. Слушай, а мне все, мне больше не надо зелья. Они хотят, чтобы я летел на вот этом параплане. Подожди-ка. Тогда давай искать, как можно попасть вот на ту площадку. Скорее всего, на той площадке будут шмотки. Нагрудника какого-то. Возможно. Но не факт. Где он? Вот. Только один момент не учел. Я могу себе ноги отбить. Пуярчик есть. Разве я не разбивал эти ну разбивал, но их не ну как бы их засчитали. Так, давай посмотрим, как можно залезть на вот эту площадку. Можно, в принципе, покумекать и сделать себе какой-нибудь дельтаплан. Ну, типа взять к бревну, прикрутить пропеллеры, треснуть по ним и взлететь вверх. Как вариант. Ветка. Тут что? Подожди, не то. Вот это что такое? Ну, колонна тяжелая, она явно не поднимется. Палка. Что-то у меня варианта, кроме как к бревну прикрутить несколько пропеллеров, нету. Но это риск. Потому что пропеллер я смогу достать только один раз и все. Знать бы вес конструкции, которая получится. Ну, типа, если ты одно бревно, то окей, как бы, да, одно бревно, и оно взлетит. А если два бревна,
Он сможет лететь или нет? Короче, давай попробуем. Рубаем тогда вот это дело. Так, вот это что такое? Это тяжелое или нет? А, это даже не объект. Давай лепим, короче говоря. Вот так. Достаем пропеллер. Так, его, наверное, в руки надо взять. Бля, как я тогда по ним бить буду? А, слушай, они большие. Я думал, они маленькие совсем. Ну, давай что-то такое изобразим. Не знаю, что получится из этого. Так. Первый летательный аппарат. Братья Райт просто будут, наверное, в гробу ворочаться. Тихо, подожди. Мы еще не летим, бля. Да куда? Куда вы все? Ладно. У меня сейчас батарейка сядет. Тихо. Я бревно одно сломал. Можно членолет сделать. Как у доктора Зло в Остин Пауэрс. А как его развернуть-то? Во. Летающий хуй. Я не знаю, короче, как эта дичь полетит, но по идее может. Ну, если учитывая законы физики, то она полетит как-то вперед. Хотя я не знаю, давай попробуем. Все равно у меня еще 2 в запасе. Короче, первый в мире хуелет. Я? Тяжеловата конструкция. Давай еще. Укрепим, так сказать. Надо как-то одновременно по ним всем треснуть, чтобы она... Ига. Ничего не понимаю. А, достаточно один раз треснуть по этой штуке. Но все равно она не летит. Все, батарейка сел. Короче, эксперимент не удался. Я не знаю, как туда подняться. Надо какую-нибудь тонкую, плоскую дощечку, желательно маленькую.
Плоские доски там, о, как далеко. Какое бревно не летит. Давай, может быть, где-то. Вот тут. Кусочек дощечки-то лежит. Фанерка нужна. Чё? Ой, иди в жопу. Че, никакой фанерки даже нету. Угу, я туда пришел. Сейчас попробуем, может перемещение это, ну, как бы сработает. Что там? За мной желе гоняется. Жалко, фанерку с собой про запас нельзя брать. Че, все, да, хана. Пропеллеры не убрать. Карман. Они одноразовые. Давай попробуем вот это перемещение. Все работает в порядке. Не надо было хуелет делать. Минус 4 пропеллера, короче. Сейчас еще тут бы не отъехать от этих ребят. Ай, тихо. Текаем, текаем. Один там себе уже что-то накрафтил. Второй тоже что-то сделал, какую-то сковородку, что ли. Была бы вагонетка, можно было бы, кстати, на вагонетку прям сюда притащить. И долбануть по ним с огнем. Так, давай как диверсанты. Вот так вот, чуть-чуть покромсаем в глаз ему прям. Надо выше брать. Ну, они, по крайней мере, не нападают на меня. Так, минус лук. Особо разницы нет, на 4 или на 5. Так, один себе топор уже скрафтил. Прям по жопе, я аж свалился. Текаем, отмена операции. Ну все, он меня не догонит. Прям в глаз меня, как белку, хлопнул. Ну, хорошо, что я хотя бы штаны нашел теплые. Так, еще где я? Доктор, где я?
Если хорошенько целиться в глаз, то можно... Кстати, давай чуть насадим. Кремнем попробуем ему долбануть. Ну, не шибко. Так, можно бомбой? Чё нет? Если я еще живой останусь. О, разметало-то как. Все, -1 точно. И он даже не видит меня. Так, давай-ка. Оп. А, у меня лук сломался, точно. Так. Целимся. И сразу в глаз ему надо. Ну, тоже хорошо. Короче, неистово бомба цветы эти надо собирать. Все. Взял высотку таки. Так, этот лук выбрасываем. Берем новый. Что это? А, камни топор. Вот тоже возьмем. Это что такое? А, это этот какого? Огненная дичь. Ее можно лепить куда-то. Вот. Курочку жарить, короче говоря. Ну что, у меня батарейка сядет? Бля, вот один сломанный меч, который я даже использовать не могу, он занимает целый слот. Ну-ка. А что если его разбить? Он только траву косит и все. Надо бы какой-нибудь камень его треснуть. Понятно. Меч как будто не является физическим объектом. Я хоть как-то сломал его? Нет, он блестит. Все понятно. Так, что, надо как-то выбираться же, да? Сначала надо добраться до этого... До святилища, в котором я был. Оттуда был проход. Бля, я уже не помню, как туда забирался-то. Потому что до этого вот острова, или где он-то? А, вот туда. Там только на параплане туда попадать можно. А, вот точно, я вспомнил, я же по корням полз. У меня еще до сих пор защита от холода не кончилась. Походу не тот корень. Ну ладно. Надеюсь, мне стамины хватит. Хотя можно еще там зелья какого-то бахнуть. Теперь надо что с хуелетом
Дело не выгорело никак. Задумка была интересная. Сейчас, наверное, масса бревна подвела, мне кажется. Туда еще хочу. Что он тут делает? Так называемые механизмы Занай, вершина технологического прогресса. Именно благодаря им наша цивилизация достигла таких высот и продолжала процветать. Если ты научишься ими пользоваться, они сослужат тебе хорошую службу. Я уж понял. Короче, полезли потихонечку, вот так. Сейчас хочу в этом автомате поменять, чтобы пропеллеров побольше было, а то я тут 4 штуки внезапно потратил. По снегу он залезет? Ну да, нормально. Значит, его бесит только обледенелые конкретно горы. Что надо? Моя обязанность на сегодня выполнена. Или... Вот так сюрприз. Гости здесь редкость. Вам нужны механизмы Занаи, чтобы спуститься с горы. Угу. Вот тут нам сейчас, короче говоря, пригодятся, наверное, пропеллеры. А как тогда этой штукой управлять? Еще вот эту дичь надо как-то так поставить. А. Ну-ка, доберусь, не? Я еще ногу сломал. Придется шину накладывать. Из яблок. Плохо то, что ты впереди, когда стоишь, ты не видишь, насколько ты... Где я вообще? О, ты не видишь, насколько ты подпрыгнешь. Точнее, как далеко ты упадешь. Бля, как далеко идти, а? Я все-таки думаю, что там в храме что-то есть полезно. То есть у меня получается порядка еще 4 способностей будет каких-то. Надо четко рассчитать расстояние, чтобы поставить эту платформу. И не свалиться.
Сейчас я наверх заползу, попробую сохраниться прям там. Еще можно что-нибудь кинуть. Ну давай пятеру. Давай, пам-пам-пам. Стопудово казанов сейчас надают. Нам несколько казанов, только не готовлю. Так, ну я вижу один пропеллер точно. Ой, еще что-то. Параплан. Халява, сэр. Пропеллер, параплан. Походу есть резон, ну, смотря где ты затариваешься вообще. То есть, если эта штука, автомат этот стоит где-нибудь на возвышенности, то ты, получается, в большем количестве парапланов получишь, чем казанов, допустим. Казан, параплан. Параплан, казан, пропеллер. Параплан, огнемет. Параплан, параплан. Параплан, пропеллер, казан. Ёбаный вот этого казино, блин. Давай еще сыграем разок. Ну, сейчас тоже, кстати, казанов не очень много. Думаю, хватит пока. Так, теперь. Могу ли я вот в этот потолок просочиться? Вопрос, давай сохранимся. Так, вот это берем, хватаем, перетаскиваем. Вроде как расстояние должно хватить, чтобы и я долетел. И вот сюда, чтобы башкой уткнулся. Давай, с разгончика. Баста. Так, теперь. И залезаем. Ну реально, когда из пола вылезает, очень похож на Эйс Вентуру, когда он... сила в атаке. На Эйс Вентуру, когда он вылезал из носорога. Я думаю, эти шарики можно не только лепить на стрелы. Их еще можно куда-то, допустим, на топоры одевать. На палки обычные. Так, ну что же тут все-таки было? И параплана, понятно. То есть мне достаточно было 3 моба убить и сюда вообще не идти. Ну, параплан можно прямо отсюда распахнуть и дернуть. Но он же тут халявный валяется. Тихо. Надо с разгончика. Так, теперь, как к этому параплану мастырить пропеллер? Может, его на рельсы надо поставить? А, это вообще не рельсы. Для начала давай один пропеллер возьмем. Так. Попробуем чаромонтаж туда. Не то. Так. Ага. Ну, тогда по классике его куда-нибудь сюда, наверное, облепить.
Или сюда? Как там у нас этот корабль Мстителей выглядел? У него где-то примерно здесь были, да, по-моему? Хотя их там было 4 вообще. Ладно. И так сойдет. Подожди, а как я им буду управлять? Ладно, давай еще. Так, чтобы симметрия была, да? Ну, примерно. Надо ж точно, достаточно по одному долбануть. И чё, он не летит ни хрена? Ну, а без меня летит. И как удобненько. Ну, естественно. Тут надо 4 пропеллера. Законы физики. Физика. Так, давай для начала его, во-первых, перевернем. Вот как-то так. Как-то вот так. Поточнее надо его поставить. Сейчас мы туда еще пропеллеров корячим. Давай, чтоб сразу на взлетную. Чё? Гирикериор. Аликерриер, по-моему, так он назывался. Так, то по идее эту беду-то вообще достаточно просто сдвинуть. Так, ну слушай. В принципе, для поддержания-то достаточно на хвост еще один пропеллер долбануть. Да? Ну, не суть, короче. Так, давай крепим. Вот по логике вещей. Центры тяжести есть. Как маневрировать этой хрени? А если я перелечу через через этот храм и все, не поминай, как звали. Зельду будет дрючить другой злодей. Ладно, попробуем. Надо было, наверное, 4 все-таки ставить, да? Хотя я, в принципе, могу балансировать этой дичью. У меня батарейки сели. Топливо кончилось. Твою мать. Так, ну слушай, я таким макаром могу баланс высоты делать. А было бы 4, я бы, наверное, не смог. Хотя... Но если бегать вот так... право руля, лево руля, там всех дел. Ебать, то ли все законы физики реально. Все. Можно как бы было бы и больше пропеллеров туда напихать, но смысл от этого, у них бы одинаково батарейки сели. Потому что у меня еще этот на поясе, у меня только вот один такой как его. Ну, короче, батарейка такая одна на поясе. Потом можно будет как-то более энергоемкие машины делать. Да, мне кажется, все-таки если я бы сделал 4 пропеллера, я бы не смог, наверное, адекватно им управлять. Хотя... Ладно. За хуелет было обиднее, конечно. Ну, в принципе, тут
Если тут параплан-то или летает. О чем тут говорить насчет бревна просто с пропеллерами? Я видел то, что тут можно типа танка что-то построить вообще. То есть плюс-минус при прокачке должной можно тут забацать такие агрегаты, что мама не горюй. Все. Получается... Ну да, 5 часов, короче, пролог я проходил. Закрытые врата выполнил. И чё? Вот такую, кстати, мелкую штуку Зельда поднимала. Подожди. А он не цепляется? Да, слушай, я тогда в храме там зря прыгал. Он вообще не цепляется за эти. Хотя выглядит как будто решетка. Ну-ка, я еще попробую. В жопу, короче. Надо сначала вот этот боб здоровенный взять, а там посмотрим, что с ним делать. Так. Что это такое? Ну что ты вылупился? Трунь. Зельда левитирует. Она что, в этом бобе сидела или что это? Посолина забралась. Ну, рука точно как у Нера. Пятюню дала хоть. О, у нее такая же, только маленькая штучка. Она нам еще какую-то способность дала. Пока ни о чем. Как бы объяснили, какой-то шарик в руку залетел, вжух, и все. О, наконец-то. Автореверс. Функция, позволяющая заставить объект повторить свое движение в обратной последовательности. Движение можно прервать в любой момент. Это как принц Персия, что ли? То есть фактически у нас, короче, вот принц Персия, автореверс. Потом идет Портал игра. Крафт. Лепить одно оружие. Хадукин, возможно. Не, мои требования просты. Главное, чтобы Мадара стал Хокаге. Вот и все. Так, реверс есть какой-то. Но я сейчас вот эти штуки буду крутить в обратку, наверное. Способность менять направление объекта автореверс. И Зельда пропала. Я не совсем понимаю, что здесь произошло. Может, это что-то вроде отголоска ее сильной воли? Ты получил эту способность совсем не случайно.
Еще 3 способности будут. Вот это реально портал игра. Это Принц Персия. Эта вот штука у нас, получается, делает крафт оружия. Я вот не уверен насчет брони. Но оружие точно можно там чупа-чупсы делать. И так далее. И щиты, и на стрелы там что-нибудь лепить. Это комбинировать бревна, допустим, с чем угодно. Но... Так, ладно. Схватить. Кстати, я могу вот эти предметы схватить вообще? А выдернуть? Ладно. Пробуем автореверс этот. 5. Оп. Ну, что-то такое. Теперь вот это дело надо в обратку долбануть. Ну вот и все. Таким макаром прерывать. Бля, я думал, это слон ко мне стоит. Вот уши, короче. Спина. Ну это жопа, естественно. Клонится. О, по-моему... Такие статуи мне сердца давали. Это статуя богини, на ее лице едва заметная улыбка. Не дадут сердца, да? Как хотите. Сейчас меня в открытый мир выкинут, и скорее всего тогда я смогу себе этот, как он, здоровье пополнять. Чё, мне дури не хватает? Эти врата подвергнут испытанию твоей жизненные силы. Пока что ты еще слаб. Я не уверен, что твоего запаса сил хватит. Ах да, на этом острове есть еще одно святилище. Возможно, ты там получишь благословение света. Или собери частицы света в глубине святилища, поднеси их богине, это может помочь. Покажи мне планшет. На нем есть функция перемещения. Fast travel, да? Ну, в принципе, как и в первой части было. Синие отметки на карте, но... Ты сможешь переместиться к любой из них когда угодно. Советую выбрать ту отметку, что внизу карты. Воспользуйся ее, чтобы найти последнее святилище. Я не совсем понял, вот этой статуи-то что сдавать надо? Какие... частицы света. Короче, 4. 4 святилища проходишь, плюс сердце одно. Так, тогда давай планшет достаем. И здесь он сказал, будет какой-то... Какое-то будет святилище еще одно. С открытием дверей было в аниме Хантер и Хантер. Ну то, что типа у тебя сколько жизней, только, ну, так ты и можешь, да, открыть. Ну да, возможно. По-моему, где-то еще это дело встречалось. Как вариант, можно добраться вот сюда. Так, если я в обратку начну крутить вот эту штуку. Только допрыгнуть бы.
Чтоб такое подтянуть бы сюда. Бля, ни деревьев нет, ничего. Я думаю, что я вряд ли сюда допрыгну. Сейчас надо позырить, может быть где-то предметы какие-то есть. Но я вот здесь очухался. Вот там вот какой-то проход или что. Непонятно. Давай еще раз. О, подожди. Это что такое? Карта. Значит, способностей будет меньше. Да куда ты полез-то? Что, пошли. Так, давай с разгончиком и прыгаем. Да. Короче, я не знаю, как туда попасть. Ну, явно не на параплане. Короче, интернет-помощь. Ладно, пошли. Куда нам показывают? Как-то же можно по этим крутилкам забраться. Ну так проблема то, что он не достает до них. Вот, сундук отсюда утащили уже. Угу. А смысл то, что я сюда бегу? У меня отметка как раз. Ну-ка, карту давай. Точно? Мне надо найти крутилки. Ну, подожди. А это предмет? Нет. Сейчас мы с потолка вот здесь вот вылезем. Где это? Портал. Вот он. Перемещаемся и все, и в обратку запускаем. Тут, короче, надо помнить, какие у тебя механики вообще тебе выданы. Чтобы нормально все было. Теперь. Реверс. Все. Для второго реверс точно не нужен. А что там, по-моему, желтый цвет у Наруто? По-моему, что-то еще тоже какой-то. У Наруто был какой-то, блин. Ну не Шаринган, Шаринган синий. Точнее, Разанган. Разанган был синий. Вот святилище, кстати. Так. Что надо? Это мануфактор. Хотите, чтобы я изготовил для вас энергорасширители? Тогда мне нужны зонарокристаллы. Да, давай. Для изготовления понадобится не менее 100. У меня 10 всего.
Дорого берет, кстати, мужчинка. Не получится батареечку увеличить. Инфляция. Ну давай. Ну это реально как будто очень похоже, как будто кто-то булки раздвигает. И ты залезаешь прямо в очко. Значит, по идее, мне сейчас дадут последнюю способность. И потом я смогу тогда ворот открыть в открытый мир. Дар возврата. Угу. Ну, река течет, как бы, и тут не вариант. Так, давай тогда вот это дело бахаем вспять. Прыжок. Я не долетел. Как раз, да, времени не хватает, чтобы этот плод дошел до самого до самого края. Что дальше делать, я пока не придумал. Рано. Теперь норм. Ведь запалка такая. Так. Тут на потолок не влезть. Ну тут так же, короче. Оп. 5. Прыгаем. И он четкую прям траекторию повторяет. Понятно. Так. Я хочу сундук взять этот. Еще какие-то ножницы. Пока времени, в принципе, на все достаточно. Даже если хвоя остается. 10 стрелок. Ну ладно. Вот вообще как бы не зря. Не зря. Стрелы штука хорошая. Особенно с бомбами. Как это работает? Угу. Ну, реверс. Реверс нужен. Чё-то. Не, подожди. Не знаю, может быть, мне как-то повезет. Не, не так. Надо, чтобы они прям... Ну, сделать так, чтобы эти стрелки между собой коснулись. И вот таким образом очертили, ну, хотя бы, наверное, полкруга. Блин, стоял же нормально. Придется ждать. Как-то подожди. А чё мне не получается, чтобы они прям соединились, что ли?
Вот, с 5 можно бахнуть. Все нормально. Пришедший в святилище света, где заточение очищается зло. Ты добрался сюда с блеском, пройдя испытание. Ой, все, начинается. Один из кристаллов, которые помогли заточить и очистить древнее зло, излучая свет непревзойденной чистоты. Ну, в общем, мне за это никакую способность же не дали. Пусть частица света наделит тебя силой. Параплан там валяется, я видел, но можно его не делать, а просто переместиться и все. Подожди. Открываем карту. Не вижу смысла через всю карту на этом, на пососном параплане с отстойной батарейкой лететь. Ну, там можно, в принципе, по прямой пройти. Только долго. Ну, в смысле, вообще без параплана. Просто бежать и все. Ну, тут просто прыгаешь и все. Ну-ка, я сейчас попробую вот здесь вот через верх пролезть. Ну, точнее, через потолок. Как вариант же, да? Где там эта хрень? Да, можно. Я сейчас только что минут, наверное, ну, 5. Может, 10 беготни себе сократил. Как говорится, думай best. Я, наверное, не успею. Хотя, нормально. Чуть не провалился туда. Так, ну все, давайте мне. Силы много. Сейчас по-любому на открытие дверей все 4 сердца уйдет. Тот, кто проходит испытание, получает частицы света. За 4 частицы света я дам тебе свое благословение. Капсулу сердца. Понятно. То есть 4 святилища проходишь, плюс 1 сердце. Всего, по-моему, максимально у тебя в запасе может быть 20 сердец, по-моему. 20 сердец, по 4 святилища. Того уже 80. Плюс еще 3 круга на этот, как его... Вот на вот этот... Таких зеленых можно 3 сделать, по-моему. Ну, если как в первой части было. Вот я не помню, сколько там. Один хотя бы четверть круга. Да, наверное, четверть круга. Того 4. 4 на 4, 16. 16.
32. Ну да, в общем, около сотни святилищ надо пройти тогда, чтобы у тебя полная прокачка была. В первой части это также этот меч выдергивал. Дорогая, я дома. Отлично. Тебе удалось отворить врата. Твое тело еще не полностью восстановилось после заражения миазмами. Но частицы света, которые ты получил из святилищ, немного очистили тебя. Наша встреча оказалась короткой, но я очень рад знакомству. А что, это шаг больше мы его не увидим? Зельда была права. Ее судьба в твоих руках. Обычно. Интересно, в какой-нибудь части Линк не будет спасать Зельду? А как мне сюда добраться? А, потолок же тут есть, точно. Давай, вылезай. Вот и все. Никаких секретиков нет. И в РДР 2 даже куда? В несколько раз меньше был пролог. По времени я имею в виду. Наконец-то у меня хотя бы одна ячейка освободится. Или мне меч починят. Она что, в другом измерении? Или в другом времени? О, меч подрос. А, нет, не подрос. Она, походу, здесь на этом алтаре стояла уже очень давно. Ждала. Все, хана, нет меча. Нечего его во всякие сферы пихать.
Ну, я уже Линк. святилище вижу. Линк, Что надо? найди меня. Она там в центре, что ли? Эм, Королевство Хайрул. Так, подожди. Пока я хорошо все вижу. Отметим святилище. Так. Оп. Ну, драконы, кстати, подобные были в первой части, только они с разными этими стихиями лупили. Там кто-то огнем, кто-то этим электричеством. Кто-то ядом, по-моему, бил. Ну, здесь вот у нас тусуется самый главный злодей. В центре прям. Все по классике. Так, подожди. Еще должны быть. Так, вот еще два. Вот этот я отметил, а вот этот нет. Отметил, блядь, чуть не упал. Оно. Так, еще вот тут вот. Вот так вот. Ну, по идее, я себе на ближайшие, наверное, часов 10 отметок поставил. Стой, еще одна. Твою мать. Доставай фотоаппарат, ёпта. Фоткаем, пока падаем. А все, да? Я же говорю, можно упасть. Ну, кстати, вот эти два святилища можно прямо сейчас идти. Ну, давай отметим их. Я не знаю, можно ли сюда попасть. Ну, пусть будет. Короче, пикируем. Ой, не то. Трясь. Так, меток-то полно. Может, сразу на тот и ломануть? Нет, надо на какой-то попроще. Королевство Хайрул. Как правило, чем ближе к... Вышечки тоже бы не мешало открывать. Ладно, чем ближе вот к этому замку, тем жестче будет дрючить. Жестче будут дрючить тебя. Это берем. Из крамбола. Этот фрукт необъяснимым образом наполнен ярким светом. Пригодится против монстров, если по нему ударить, во все стороны летят ослепляющие искры. Здорово, Валь. Что это такое? Или может этого отмудохать? Он же злой по-любому. Ну да. Ну яблок сколько. Он, походу, в магазин пошел. Рог Бакоблина. Собрали. Ну-ка, а если утку грохнуть?
Уже мясо, наверное. Готово. Ха, тихо, мясо уплывает. Давай быстрей. Вторая ножка. И пока есть стрелы, голодным не останешься. Опять грибы. Так, а что вот это такое? Склад материалов общего пользования. Берите все, что нужно, мечтайте об идеальном доме, обратитесь в Топордострой. Сейчас себе машину будем делать. Колеса есть. Давай, 3 минуты, перекур. Сейчас я подойду. Упс. Так. Что, сделаем какую-нибудь тачку, да? Давай, она будет широкая. Широкую на широкую, ёбаные волки. Примерно так. Вот, цепляйся. Что-то неровно. Так, это тогда поровнее как-нибудь ее. Еще поверхность такая.
И так сойдет. Подожди. Это надо ровно, правда, поставить. Давай вот на площадку. О. Должно. Готово. Теперь колес. Я не удивлен. Надо, чтобы это как-то дичь вся была. Поставить-то нормально колесо. Вот так. Пойдет? О, прикрутил. Что-то в этом роде. Ну, отцепляйся. Не лепится. Короче, чисто на постройках это только займет где-то часов, наверное, еще плюс 100. О, нет, даже не то. Может, хотя бы выше поставить его как-то. Кстати, а давай мы вот как сделаем. Мы сейчас эту всю херню, конструкцию, мы положим вот сюда. Вот, и лепить так удобнее будет колеса. Балдеж? Нормально. Так вот это надо открутить. И все упало. Вот так вот и сюда. Поставим? Поставим. Давай еще 2 колеса приладим хотя бы. Я не знаю точно, что. Поедет ли эта херня? Да поедет, куда он денется. О, агрегат. Теперь можно опускать. Так, спереди мы еще... Стоять, Зорька. Спереди мы еще... Куда-то поехала, стой. Я не знаю, стоит ли крышу тут делать. Да зачем она, в принципе, нужна? Давай, короче говоря, что, пропеллера один. Один пропеллер. Можно впереди еще бахнуть этот, какого, огнемет, да? Прикольно.
Вот прям по центру его примяшить. О, балдеж вообще. Так, и крутим. Вот примерно так. Все нормально. Прям как у Генри Форда получилось. Не хуже. Можно, в принципе, вот эти вот балки тут поставить, крышу тут наладить. Но зачем, если и так сойдет? Что, проверим, как летает? Только я не знаю, как этой штукой управлять. Ну, едет она вперед, а что толку? О, тихо, кабанчик. Батарейки слабые. Ага, удрал кабанчик. Ой, и олень. Не попал. А, это лечилка. О, слушай, оленя грохнул с первого раза. Сырой огузок. 2 штуки. Прямо аккуратненько. Да-да-да. Тачку на прокачку. Давай ему прямо в задницу засадим. И не убил еще. Я сейчас таким грохотом тут бегаю. Ой, оп, кабан. Два выстрела надо на кабана. Так, а тут злодеи большие. Я туда не хочу. Какой-то бы руль, конечно, бы надо для таких вещей. Ладно, сейчас мы белку еще грохнем. Надо ей в глаз попасть. Эй. А где тачка? В смысле? Вместо белки мне дали желудя. Вы что, охерели? Где машина моя? По-моему, тут мимо пробегал экзибит, и, короче говоря, все. Она же не могла скатиться, правильно? Куда тачка делась? И мою машину украли. Это несправедливо все. И типа, короче, что, я должен пропеллер... Можно было, кстати, пропеллер не ставить и сделать веер. Махать веером, и машина будет ехать все время. Вот так попробуем в следующий раз. Ну да, скоро вернут прокачанную, они-то вернут, да. А тут колеса есть. Причем тут можно как бы сделать дно, борта, всех дел. И она потом исчезнет просто. Нетушки, ярушки. Хотя. А мне есть из чего пропеллер делать? Угу. И палка. У меня палки нет. Даже не пропеллер делать. О, давай еще до кучи лесу грохнем. Патрикеевна. Да ладно. Я же ее в бочину засадил. Она должна, по идее, метров через 10 сдохнуть. Можно идти за ней следом. Короче, я не буду сейчас запариваться с машиной, чтобы она опять пропала. Еще что-нибудь. Потом. Пойдем сейчас сначала вот этот форт захватим. Потом на какую-нибудь ближайшую эту... Ближайшее святилище. Тут часто, кстати, стоят эти штуки для изготовления транспорта.
пока они на лестнице, я могу их мочить. Теперь они меня могут. Минус 1. Вот. Хотя бы оружие есть. Зуб боковлина. Ну, эти зубья там, рога, это все можно насаживать на этот, как его, на стрелы. Ну, типа наконечников делать. В принципе, по растениям то же самое, что и в первой части было. Так а что же эти придурки-то охраняли тут? Ну, там сундучок какой-то. Да, рот закрой. Шам прибежит сюда. Не прибежит. Давай мы с ним как на Диком Западе, кто кого быстрее. Естественно, я его. Ну и лук, конечно, пососный с него. Ага. Места нет. Я не буду менять пока. И посмотрим, что там в чемодане лежит. Кстати, можно попробовать еще раз этого оленя долбануть. Если это он, ну, тот же. Ржавый меч. Ну-ка, прямо в бубен ему. Все. Скопытился. Какой-нибудь бы этот оптический прицел на лук было бы забавно. У меня тут столько всякого херни на мне висит, все это гремит, короче, я как этот... Как погремушка бегаю. Ага, места нет. А что можно выкинуть? Вот это можно выкинуть. Мы сейчас ее с чем-нибудь скрафтим потом. Пал тоже неплохо. Кстати, вот на таких деревьях иногда что-то полезное бывает. Но это не тот случай. Ржавая алебарда. А, не поднятие. А у меня есть еще что-нибудь сломанное? Хочу вот из этой палки потом в будущем веер сделать. А это надо будет с камнем счупа-чупсить. Будет норм. Так еще, правда, с одной белки только желуди сыпятся и все, больше ничего. Серьезно, убиваешь белку, у тебя падает желудь. Так как? Так, ветка. Ветка лежит. Мне нужно положить вот эту хрень. Ее бросить. Потом ветку взять. Бля, у меня места, да, нету? В этом инвентаре, по-моему, можно будет потом часами ковыряться. Так, палку, ну, точнее ветку. Вот так. И потом крафтим из этого дела вот эту дичь. Все. Вот так у нас будут ездить автомобили. Без пропеллеров. На батарейках.
Но это потом. Скорее всего, на оленя придется много стрел потратить. Не вижу смысла сейчас за ним гоняться. Так, давай по карте посмотрим, какое ближайшее у нас этот святилище. Это что? Королевство Хайрул. Нам сюда. Короче, двигаемся на желтую метку. Вот примерно вот там, где светится. Если мне сейчас жопу не додерут, тот дракон, который летает, я думаю, должно все получиться. О, кстати, есть камень. Сейчас мы его на меч на чупа-чупсе. Можно еще туда сходить, набрать. А что набрать? Там они максимум один сундук охраняют. Это обезьяныш, а? Давай быстрей. Не успел я в бочку. Все, хана мне. Плохо, когда здоровья мало. Я буквально с 2 подач могут вынести. Чалька. Ну, тут придется все за этот. Здорово, самурай. Тут придется прям все будет зачистить. Крестом у меня отмечается то место, где меня убили. Блять, это, наверное, что-то злое. Он будет нападать? Да. Замочил, смотри-ка. Блин, не дают посмотреть, что за него дают. Все, минус лук. Ау. О, одни других бьют. Подожди, давай посмотрим исход драки. Там еще, блядь, и дерево живое. Серьезно? Не, пускай они там бьются все вместе. Я вот этого гоблина сейчас замочу. На PS5 ее нету. Это эксклюзив для Nintendo Switch. Единственное, как еще можно... Глаз Какуды. Это, короче, штука Какуда называлась, летающая. Зелье какое-то можно сделать. Бокощит. Но он пососный. Крыло. Большое крыло Какуды с впечатляющим размахом, но при этом есть очень легкое. Прикрепленное к оружию или стреле, оно увеличит дальность метания и стрельбы. Подожди, так я могу типа бумерангов что-то делать? Я, пожалуй, что-нибудь сожру. Ты говоришь, Кильси, да тут особо есть-то ничего. Я пока побегал, лучше стрелы пособираю. Я пока не лезу вот в это. Пускай они там друг друга убивают. А я потом просто пособираю то, что с них прилетит. Правда, это время займет. Это берем, это берем. Меч не взять. Ай, прям в жопу. Короче, пока они его убивают, он убивает меня. Падла и метки еще, смотри-ка. Надо что-то выкинуть, наверное, хотя... Вот эту, пожалуй, возьму сейчас в руки палку. О, все, замочили. Как они, да, кооперативно просто подлетели и дали гоблинам по щам.
Кровавая луна, да? Судя по звукам. -1. Я вот поэтому не торопился мочить их. Второй. Да, кровавая луна. Сейчас типа убитые все гоблины мной обратно встают. Луна. Кровавая луна. Вот, короче, месячные местные. Когда ее свет падает на землю, души монстров возвращаются в свои тела. Совсем как во время древней войны. Они хотят... Надо жирного захватить будет все как-нибудь земли. замочить. Когда у меня хотя бы получше лук будет. А, точно. Кровавая луна. Они же, блядь, все повставали. А чё вся эта бригада охраняет, я не пойму. Да походу, да, надо текать в городу. Палка. И они все равно начали мудохаться между друг другом. Я, в общем, пособираю то, что мне положено. Мои трофеи. И все. И пошли они нахрен, короче. Я не вижу смысла тут воевать. Погнали в святилище, короче. Это, по-моему, пока единственное спокойное место. О, слушай. Там, по-моему, тачка какая-то есть. Уже готовая. За мной гоблин. А, тихо, там еще и грифон летает. А кто кого-нибудь? Какой... Ты что делаешь? Камни таскает. Короче, вот эти вот летающие, они из-за гоблинов. Я понял. Ну, взяли, вот машину не доделали, бросили. Даже целый автомобиль. Так, надо какую-нибудь возвышенность, чтобы положить ее. То сейчас опять придется с колесами мудохаться. Ну, давай сюда вот ее положим. Кстати, это дело можно просто к камню приклеить и все. Положил, блядь, еще и на голову упала. Так. Я вот что думаю. У меня казанов просто до жопы. Мне надо готовить. А то я останусь без этого. Без всего. Но только, наверное, не используя мясо. Вот это берем. Вот это берем. И вот это. Сейчас посмотрим, сколько эта штука отхилит. Ну, в принципе, примерно столько, сколько у меня жизни и в данный момент есть максимально. Вот это, да? Или вот это? Нет, это грибы с фруктами, а это бодрящие грибы на пару. Давай сожрем сразу же. Короче, как ни крути, все равно тут... Ой, стой, подожди. Не то. Убрать. И выбрать блюдо. О. Сомнительное блюдо. Ну, это первое моя. Надо просто в это блюдо было жуков не добавлять, и тогда оно было бы бодрящее. Поэтому... Но он запомнил все равно рецепт. Подожди. А где казан? Он что, одноразовый?
Ну, тогда я не удивлен, то, что мне 508 казанов сразу же упадает. Такое. Короче, поготовим пока что есть. Подожди, где казан этот? Ну это прям геморройно, конечно. Надо какой-то вот прям постоянный казан искать и там уже готовить. А так достать, приготовить, это очень долго. Короче, последний раз готовлю. Хватит. Так, теперь надо как-нибудь приладить сюда колеса. Попробовать, как веер работает. Будет стоять? Ну, нормально. Хоть что-то. Если, наверное, сюда камень положить, то она будет значительно хуже передвигаться. Чик, колесо на месте. Тут главное хотя бы приблизительно поставить, и оно там... Не то? И оно там уже долепится автоматически. Так, где у нас? Ну, поехали по прямой как-то, примерно так. Вот берешь так, машешь. И едет автомобиль. Да? Или я потому что с горки, и поэтому еду. И все, и весь этот веер. Охеренное тут перемещение. Идите вы в жопу, короче. Батарейки садятся за 3 секунды. Веер ломается тоже так же. Пешком лучше ходить. Да и полезнее. Сейчас меня пчелы как покусают. Все, текаем. Текаем, пчелы за мной. И меня как Винни-Пуха погрызут. Тихо, главное медок собрать. Мед бодрых пчел. Ну, они действительно бодрые, я смотрю. Они меня догоняют, если что. Яблочко. Все. Не забыли про меня. Слава богу. Яблоки собирать. Ой, тут прямо это... Тут прям много яблок. Че я парюсь? Надо какой-нибудь дрын взять. Кстати. А яблоко как объект. А я могу их и так стягивать. Можно вообще не париться. Просто их отрываешь вон. И все. Можно треснуть просто по ним, и они упадут. Упадут же? Ну вот.
Не, определенно, если есть где-то бодрые пчелы, значит должны быть где-то вялые. Тихо, яблоко укатилось. Хрен его знает, где оно. Ну и ладно. А где святилище? А, блядь, желтое. Вот заблудиться вообще запросто. Кстати, надо на этот. На чупа-чупсить, на клеймор. Камень большой. Какой-нибудь. Вот так вот. О, двуручка какая. Я по этому дереву долбанул. Серьезно, 2 яблока только. Они там что, прибиты? Кстати, а как давно у нас яблоки? Золотое яблоко. Иногда встречается среди обычно, загадочно блестит. На вкус непередаваемо сочное и сладкое. То есть из него можно что-то крутое готовить. Одобряю. Вон еще пчел. А, там этот гоблин прыгает. Все, текаем с города. Да. Так, а куда я, блядь, мед-то бросил? Где он? Все, пчелы уже отстали, можно спокойно тут вальяжно собирать мед бодрых пчел. А это что? Шишка. Ну, с шишки еду не изготовить. Я не знаю вообще, что с ним можно сделать, я уже не помню. Что-то можно. Я вот думаю, может у меня веер сломался из-за того, что я долбил по нему об дно машины. Вариант же. О, там корок, наверное. Так у меня, наверное, дури не хватит. Конечно, попробуй сюда залезть. Вообще не факт. Не, нормально, долезу. Корок. Здрасте. Ах ты падла. Он там теперь. А, с разбегу, да? Не, нихера. Не прыгнул он что-то. Но он потом на 3-ю башню, да, ломанет. А там уже мне дури не хватит, наверное, залезть. Ну, можно, если выпить зелье. Короки нужны для прокачки этого инвентаря. Какие-то штуки ходят еще. А, это типа голем, и на нем еще башня с этими мудаками. Ничего себе. А, вон он внизу. Ну, теперь-то я его поймал. Падла. Главное не ошибиться еще. Будем надеяться, что он прям там. Да, он тут. Там еще кто-то ходит. Не исключено, что квестовый. NPC. О, да мне, кстати, и без зелья достаточно будет сюда залезть. Заодно, кстати, осмотримся.
Ура, ты меня нашел. Короткая семечка. 6 штук. Не помню, сколько надо штук, чтобы у тебя этот добавили. Одну ячейку инвентаря. О, кони. Кони это хорошо. Кони это всяко лучше, чем махать палками. Если бы батарейка, наверное, хорошая, подходящая была, то может быть. Но как управлять такими средствами, я тоже не знаю. Как бы она едет вперед, ну а что толку-то? Ты же никак не можешь управлять, ну, руль какой-то прикрутить, что ли, надо. Вообще надо посмотреть в интернете, как делают. Азы боя, метание предметов. Угу. То есть меня сейчас только решили обучить, как мне драться. В этом святилище очищается в заточении древнее зло. Следуй нашим указаниям. Прицелься как следует, прежде чем метнуть объект. Так мне может выстрелить стрелой удобней. Другие приемы не возымеют здесь эффекта. Ладно. Только такой объект? Подожди. Мне же не зря их дают, правильно? Нет. Надо прям кидать. Стрелы не прокатят. Ну давай попробуем вот этим огнефруктом. Не то. Так, подожди, надо вообще убрать. Его надо забрасывать прям какой-то хренью. Так, нет, подожди, это опять прикрепить. Что если так сделать? Ну да, он бы еще докинул. Просто молоток сквозь него как-то улетел, и все, до свидания. Нет, на X он просто бросит предмет. Вот он вот так вот его выложит, и все. Он его просто бросит, и все. Тут надо... Так, выбрал предмет, допустим. Вот. Теперь надо это как-то компоновано все сделать. Окей. А что, достаточно одному было? Кстати, я молоток выкинул, и все, его больше не достать. Прежде чем метнуть объект, прими во внимание, куда движется противник. Короче, экзекуция продолжается, да? Я попал. Я освоил эту технику боя. Доступ к внутреннему залу открыт. Будет еще продолжение? А нет, почти. Почти все. А что-нибудь сожрем. Достаточно. А с него же что-то выпало.
Кстати, вот лестница. Занаровый меч. Какими пользовались занаи. Прикрепленные к нему механизмы и материалы занаи повышают силы его атаки немного больше обычно. Так, подожди. Сейчас мы еще какой-нибудь лук. Да, они тут все покоцаны. Ой, подожди. Есть у меня тут плохой лук. Все нормально. Можно было, конечно, тут еще подольше побегать, чтобы стрел он побольше выкинул. А то сейчас какой-нибудь большой бабай попадется, и на него вся сотка может уйти запросто. Хотя есть огнефрукт, который как огненная стрела, короче, действует. Бомбоцвет, слушай. Бомбы дали. Но это же не единственное, правильно? Да, все. Короче, надо всю вот эту часть зачистить. Святилище. И потом уже подойти, короче говоря, к этой статуе. Еще хп качнуть. Вот это основное, да? Пошли, наверное, сюда куда-нибудь на зеленую сходим. Или подожди, фиолетовая метка. Вообще бы по-хорошему. Вот в этой зоне, хотя бы где я нахожусь, открыть вышку. А где она? Какая вышка к этой зоне, интересно, относится? Так, если развернуться спиной вот сюда, то я думаю, ближайшая вышка вот этого участка, это я думаю, что она будет вот тут. Вот где-то по прямой. Вот в этом районе. Прям на горах. Либо забраться, осмотреться на площадке на какой-нибудь. Пока я тут недалеко. Смотреться, может быть, где-то поблизости есть вышка. А, блядь, дождь идет, не могу я забраться. Мне не особо охота здесь вот бегать, этот замок. Потому что тут прям засилье зла. Ладно, пощелкали куда-нибудь вот в эту сторону. Подожди. Где-то я тут видел. Где-то тут вот это. Это вышка. Все, короче, желтая отметка — это вышка. Туда и пойдем. Сверяем с картой. Нет, не относится она к этому району. Тогда отменяем.
Опа. Хера ты деловой. Сундук у них утащил. Летает. Я к другу хочу. А где он? М. Бля, ну давай плод сделаем, чё. Плод, а как он поплывет? У меня ни паруса нету, ничего. М-м. Это если только в изголовье реки куда-то идти. И потом пытаться... Не. Нужно, чтобы хотя бы погода была нормальная. И парус. А мне просто будет не управиться. Тяпка. Пусть будет. Есть бревна. И все. Что это такое? Как вариант, конечно, можно запариться и сделать переправу. Выкосить лес тут по круге. А можно вариант просто. Вот так вот взять его, зашкварник просто. Перетащить через мост и все. Ничего с ним не будет. Я говорю, к другу хочу. Сейчас попрем его через горы, что делать. Ну тут реально два варианта. Либо креативить как-то с мостом, переправой. Либо плавсредство какое-то делать. Но так как тут река несется, довольно-таки сильный поток. То... Что ты сделаешь еще? Бля, там... Уродец один опасный летает. Вон он наверху. С огнем. Он так-то может и замочить. Давай мне 2 семечка. Вон тот, который с факелом носится. Тут он опасный. Так, где я нахожусь вообще? Угу. Тут неподалеку есть зеленое святилище. Давай сначала к нему сходим. Там, может быть, с горы хотя бы будет видно вышку какую. Как раз дождик заканчивается. Можно камень этот разбить еще. Посмотреть. И кролика грохнуть. Хера с него делов упало. Синяя рупия. Зеленая 10. Ну понятно. Чё же это вот это такое?
Это, кстати, запросто может быть голем. Фосфорит. Загадочный минерал, который светится в темноте. По поверьям, это свечение испускает душу усопших, обитающие в нем. Из него делают особую одежду. Ладно. Давай пособираем, что ли. Сейчас вообще, в принципе, все, что не прибито, надо собирать. Как бы сломанное оружие, это уже дело третье. Не вижу я что-то никакой вышки. Может, повыше забраться. Здесь у нас квестовые, кстати, будут NPC стоять. Там, где фиолетовая. Не знаю, нету вышек пока что. Вот она. Это которая к центральному этому, да, относится району. Да, вот я прям на нее смотрю. Ладно, пойдем пока выше на зеленую этот святилище. Если, конечно, ну нет, если оно отмечено, значит оно не под землей. Там еще что-то. А где он? Корок. Тут их много. Ну, в принципе, в первой части тоже там что-то их было. 200, что ли. Он мне все дал? Понятно. Сколько еще идти-то? Ну, я рядом, кстати. Только я что-то не вижу света от святилища. Тут опасно. Текаем, пока меня не замочили. Она внутри, что ли? Точно. А как его? Я его, наверное, с высока только заметил. Ну, в принципе, время у меня сейчас как раз остается только святилище пройти. Ладно, с вышками я уж потом разберусь. Прыжковая платформа. Что делать надо? Скорее всего, оттуда будут шарики какие-то сыпаться. Как это работает-то вообще все? Ну, пробел, конечно, не найти. Есть какая-то... Допустим. Нужно, чтобы шарик, который вылетел оттуда, скатился
Вот по этой вот. Попал туда внутрь. Ну, как-то других вариантов нет. Ну, так, примерно. По этой хрени надо долбануть? Ну да. Следующий. Сначала одну площадку надо бахнуть, чтобы добраться до сундука. А потом сделать то же самое, склеив их вместе. Поровнее только стать надо. Их в любом случае вместе надо склеивать в самом начале. Пойдете. Подожди, а есть еще площадочка какая-нибудь? Ее можно с соседнего зала, кстати, притащить, чтобы быть уже стопудово уверенным. Я, наверное, так и сделаю. А потом пригодится просто в конце этого ну, в конце святилища пригодятся все площадки. Это все. Пойдешь с самого начала выковыривать их. Все, широкую на широкую. Так, давай сундук сначала берем. Да, тут такие, конечно, конструкции можно мутить. Хоть и сломалась. Вообще, мама, не горюй. Так, поднимаем. Не то. Вот так. Вообще за глаза просто. Вот этот шарик можно так прокатить. А его так и пришлось бы делать, слушай. Так что, нихера я не сумничал. Занаровый щит, 26 урона. Вообще балдеж. Если тут такой щит мне дали, значит я в этом районе рановато нахожусь, кстати сказать. Мне не должны такого давать. Не положено. Так, почему не лезем? Коротка кольчушка. Сколько надо еще? Ого. Прилично. Надо таких несколько тогда площадок. Сейчас я посмотрю, может быть, где-то что-то выдвинуть можно. Это единственная лестница, да, походу? Ну вот, начинается. Головоломки. Значит, надо 2. Ну, из них под этот, как подъем сделать. Из 3. Да?
Ну-ка, отцепись. Как бы ее сейчас надо облокотить. Так, чтобы она стаймя прям стояла. Ну-ка, будет стоять? А, в принципе, можно вот так вот сделать. Да? Пойдете? Сейчас мы это дело... Да стой ты. Так, и сейчас мы из этого дела... Бля. Его надо так рассчитать, чтобы она не наклонялась. Сколько примерно? Вот. Так. Хватит ему разогнаться-то. Давай пробовать. Че, поровнее так только выставить, будет нормально. Я думаю, этого хватит. Оп, так вот. Бля. Не должно быть этих препятствий. Чуть подальше. Оно? Блядь, далековато все равно. Че, прикалываетесь, что ли? Я же ее двигаю. Вот. Ориентируемся по тени. Снова нет. Ну, теперь точно на край. И сейчас эта конструкция просто упадет. Ладно, давай попробуем. Шарик большой, по идее, не должен зацепиться за какие-то там предрассудки свои шариковые. Да. Оно. Все, больше заданий никаких. Ну, еще 2 святилища и плюс сердце, что могу сказать. Карта. Большая территория, тут может быть много святилищ. Надо здесь искать вышку. Поэтому туда переместимся. Добежим по-быстрому до вышки. Не знаю, успею я на нее подняться или нет. Ну, в принципе, должен. Дары пещерных пип. Ну вот она.
Я думаю, все-таки это центральная вышка, и она относится к этому району. Где вот та вышка? Я вообще не знаю. Давай хотя бы одну откроем, там посмотрим. Вообще коняшку надо бы оседлать как-нибудь. Чтоб пешком не бегать. Мне походу по сюжету надо на эту вышку. Потому что я вот прям на нее бегу. Да. Ладно, дополнительных 2 прошел 2 святилища, ничего страшного. Все равно их проходить. А в замок мы даже и не пойдем. Тут вон квестов, наверное, еще будет много в этой деревне. Если это деревня. Скорее всего. Да. Мне на эту вышку. И здесь мы отметим, короче говоря, ну, еще святилища, которые относятся к этому району. Обычно даже большой, если район, то там, ну, не больше 5 святилищ было в первой части. О, пацаны. Это винтик и шпунтик. Кто бы мог подумать, что нам когда-то удастся видеть наследие эпохи легенд. Этот период тайн, столько тайн и загадок. Все из группы по изучению Занай бескрайне рады тому, что с неба свалились эти прекрасные руины. То есть были бы бескрайне рады, если бы не этот катаклизм. К слову о катаклизме, госпожа Пура буквально не выходит из лаборатории. Говорит, что обязательно должна расследовать исчезновение принцессы Зельды. Но я слышал, что пока что ее расследование не сдвинулось с места. С принцессой будет все в порядке? Я мог бы уже приступить к исследованию этих загадочных руин, но слишком волнуюсь за принцессу. Ясно. Задание эти ребята не дали. Дозорный форт, слушай. Это магазин. Эйнштейн. Эй, не трогай там ничего, эти штуки нужны Джоше для исследования проломов. Поэтому оставь все как было. Это ты? Где тебе монстры носили? Робби, разработчик планшета. А, это он сделал мне планшет? Не отвечай, мы с тобой можем и потом пообщаться. Тебе нужно бежать к Пуре. Пура в ужасном настроении с тех самых пор, как вы двое пропали. Она должна быть на 2-м этаже. Иди и поговори с ней на 10, это ее успокоит. Что еще в этом магазине продается? А, вот здесь вот можно за святилище сердца менять. Стрела 5 штук. Все, я не трогаю. Дай, отвали. В Пуре сходим, обязательно. Меня вот это дело интересует. И как это проходить? Может, планшет нужен? Или положить чего? Просто так это дело не открыть. Надо что-то или класть вот на этот алтарь. Тогда лифт заработает. Пока не знаю. Надо, скорее всего, квесты тут повыполнять. Помогать там кому-нибудь, бегать туда-сюда. Потом только откроется все это дело. Ладно, тогда это уже мы потом как-нибудь. Сейчас пока будем закругляться. Вам спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем удачи и пока.